Всем привет, включаемся в плохие новости. Такая беда у Лехи случилась. Короче, какой-то пьяный походу, я не знаю, ну трезвым, если бы трезвый человек ехал, он бы так не врезался. На поджерике на белом, короче, летел, врезался в Ская. Удар был такой, что аж бордюра ушла с землей. Здесь, чтобы вы понимали, просто обрыв вниз. Скай, грубо говоря, висит тупо на колесе. Повреждения, ну, такие не тотальные, но неприятные очень. На этот Skyline все очень дорого стоит. А сзади вот такая ситуация. Короче, Леха не расстраивается, я так понимаю. Лех, ты не расстраиваешься? Да, блядь, главное, чтобы нашли пидораса, там разъебем его. Сейчас будем что-то думать, я думаю, надо будет вызвать эвакуатор. Леха тут на нанотехнологиях привязал глушитель вот на такую проволоку. Мы сразу обзор снимем по низу, да, Леха? Надо было раньше, блядь, снимать. Тут вот чуть-чуть не дожила, мы, кстати, хотели переваривать крылья и ставить другие. Блин, ну это вообще жесть реально, просто жесть. Леха так и не поездил, блин, грубо говоря. Решили все-таки зацепиться за морду, потянуть за морду, а жопа, короче, будет висеть. Сейчас из кудика тянем назад. Еще потихой. Все, хватает, наверное, да? Чтобы он не висел. Да. Трамблеру пизда. Да, Слушай, а он дорогой, да, Леха? Не-не-не, только крышка, бегунок вроде Ну цел. тогда не заводите лучше, не трогайте. Бегунок. Едем в бокс дальше. У нас еще один квест. Сейчас будем толкать в бокс машину. В Картель Автосервис. Такую даже вывеску сделали. Картель Автосервис, кто главный? Серега, ты главный? Ебать. Что у нас по задаче, что сделать надо? Надо, сейчас я чуть приберусь, Ага. и вот это вот транспортировать вот сюда. Out, pimp by coastal, rap mogul, low key, anti-social, smoke great Timbs, Chris Fade, wave to sin, white Denali. В продолжение теме с термостатом хотел добавить. Такие термостаты ставились на Делику, кому нужно записывайте, покупайте. Но есть один нюанс. Как видно, здесь кольцо стоит во втором пазу сейчас у меня, а стояло в первом. И когда я его поставил, при затяжке почувствовал, что этот клапан закрывает малый круг. Поэтому нужно вот опускать на второе кольцо, и тогда все ок входит и все работает. Этот термостат стоит 500 рублей в автотрейде. Такой вот небольшой лайфхак для GZ. Также вот веду подбор резины на сезон. Поставил 235/40/18. Стало вроде более-менее, тут еще есть зазор, арку еще раскатать можно будет, но на вывороте колесо выйдет наружу и завалится. Я думаю, будет в самый раз. Шире уже ставить нет возможности, потому что колесо 8,5. Вчера уже подогнал трассу, начал варить, а газа 0. Сейчас надо съездить отвезти газ. Все, баллон заправлен, можно варить. Короче, первый запуск колом оказалось. Приехал настройщик, начали подключаться к мозгу, а мозг не запускается. Отдал обратно на перепайку, скоро сделают. А пока решил заняться стойками. Снял стойки. Со стойками у меня были такие проблемы. Когда я забрал машину, ехал на трассе, почувствовал, что пробивают стойки. Вот это левая стойка, и у нее проблемы какие-то явно. Она срабатывает не всегда так, как должна. То есть заходит вовнутрь, сейчас должна потихоньку выходить. А она отщелкивает до середины, а потом только начинает работать. Самое плохое в этой ситуации, то что это стойки неразборные. Это Cusco ZR2, в принципе это дорогие стойки, и я почему-то думал, что они разборные. В общем, повезу ее в понедельник к токарю, он сделает ее разборной, а потом отвезу ее на прокачку, надеюсь, ее прокачают. Потому что отдельно пару стоек я не найду. Что мы имеем по задним стойкам? По задним стойкам стояла вот такая пружина Swift, маленькая, и под нее подпружинник. Из-за этого пол штока уходила в стойку, и стойка работала с маленьким ходом штока, а должна работать по всю амплитуду. Задняя стойка работает, осталось только одну снять еще стойку. Регулировки тоже работают. Также перепрессую цельные блоки, потому что здесь им уже плохо. Ну и отмыть стакан надо. В принципе, машина была готова к выезду и к первому запуску, но не получилось настроить мозг. Если бы настроили, то уже был бы первый запуск. Короче, приехал забирать стойку, уже сделали. Забрал я стойку. Вот эта старая запчасть, которая здесь была сверху. Здесь сальники, допустим, если поменять, никак не разобрать. Токарь выточил такую вот проставку. То есть теперь она разборная. Это будет приварено вот сюда. И стойка, грубо говоря, будет разборная. То есть вставляешь стакан, вставляешь шайбу и закручиваешь. Ну, естественно, здесь будут стоять сальники. Так вот выглядит стойка Cusco изнутри.
Я не мастер, поэтому я не знаю, почему она не работала. Скорее всего, то, что вот эта камера пропускала с вот этой камерой. Здесь, скорее всего, газ, а с этой камеры масло. Короче, как всегда, приехал на Holiday Wheels. Сейчас будем варить стойку. Вот так вот приварили. Если надо что-то подварить аргоном, обращайтесь к пацанам. Приехал за колесными гайками. Такой вот магазин от ТВЛ. Находится на Василковой 49, я так понимаю. Гайки вот такие, как в одном видео я показывал, такие на Хонде стояли. В принципе, за 1200 рублей, я думаю, походят. В прошлом сезоне я на таких отъездил целый сезон. Ну, они чуть-чуть покоцались, но служили верой и правдой. Ни разу не подводили. И откручиваются ключом на 17. Серега, прокомментируй. Ебануться нахуй. Нагрелся, да? Он просто перегрелся. Пацаны, что, по инерции затащило? А? По инерции затащило, что ли? Ну да. Да ручника нет, блядь, еще походу сзади супер вклинившись. Жопа еще не больно, вот передом больно, пиздец. Рычаг помял. На сегодня все. Стойку, в общем, я прокачал. Вот такой вот варыш, 2000 рублей у токаря. И 1500 за прокачку стойки взяли. Вообще 2500 обычно прокачка стоит. Но есть один нюанс. Можно видеть, что прокачанная стойка поднимается быстрее, чем старая, которая не была прокачана. Из-за этого точная настройка не получится. Поэтому этот сезон я проеду так, а следующий сезон просто разберу эту стойку, сделаю тоже разборный и прокачаю. Чтобы они были одинаковые по жесткости. Потому что эта стойка даже жестче нажимается, чем которая не прокачана. Сейчас буду собирать их. Наперед поставлю вот такие пружины Swift 160, это 16 килограмм. А сзади будут стоять вот такие, это оригинал Куска. Я думаю, что это спереди, скорее всего, потому что у Куска сзади чуть подлиннее они. Пыльники, если что, брал вот такие. Короче, задние стойки уже на месте. Вот так вот с первого раза попал, грубо говоря, в посадку. Не знаю, еще надо, чтобы тачка выровнялась, посмотреть. Сейчас буду спереди ставить. Также еще хотел добавить про сайлентблоки. В передней стойке я вот такие впрессовал. Вот они. А в задней только вот такой вот нашел сайлентблок по размеру примерный. Вот такие сайлентблоки идут в стоке у Куска и плотно ложатся в рычаг. Вот эти идут короткие, вот такие же маленькие, как и на передних. Из-за этого приходится подкладывать вот такие вот шайбочки. Ну все, в принципе, все готово. По жесткости нормально получилось. Всем привет, это уже следующий день, сегодня DSL. Погода так себе. Участников немного, как я понимаю, человек 9-10. Сейчас скоро начнутся парные заезды. В 2 часа время, 1:45. Сейчас будет парад участников, а потом топ. Не знаю, топ сколько. 7 участников. Пошел дождь, парные заезды.
Третье место в нешуточной борьбе не только на трассе, но и в техпарке награждается Алексей Перегире. Аплодисменты! Второе место сегодня занимает Виталий Крылов. Аплодисменты ему. Первое место, как сказали судьи, сегодня просто бомбил всех Павел Киселев. Короче, третий этап будет 7 июля. Приедем, посмотрим, сколько будет людей. Все, всем до встречи в новых сериях.